Всем привет, всем привет! Сегодня в новом видео разбираемся с вами с Model View ViewModel паттерном. Вначале поговорим немного о теории, а затем перейдем к практике и посмотрим на новый бета-плагин в Unreal, который реализует данную концепцию. Сделаем все сегодня на блюпринтах и независимо от других серий на канале. То есть наш мини-проектик сегодня будет сделан абсолютно с нуля. Создадим простенький интерфейсик, в который будем вводить информацию и характеристики персонажа в соответствии с паттерном MVVM. Огромная просьба подписываться на канал, если видео нравится, поддержать комментарием и лайком. Также имеется телеграм-канал, в котором выкладываю актуальные новости по компьютерной графике, Unreal, искусственному интеллекту и тому подобное. У кого имеется возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. И отдельный респект патронам верхнего уровня. И в самом начале поговорим о теории паттерна MVVM. Это займет у нас совсем немного времени. Совсем недавно на канале было теоретическое видео введения в паттерны. Рекомендую с ним ознакомиться, кто еще не успел. Мы говорили про различные классификации паттернов. И по масштабности их можно поделить на дизайн-паттерны и архитектурные паттерны. Конечно, все это дизайн, но когда я конкретно говорю про дизайн-паттерны, то я подразумеваю, что это паттерны, которые решают какую-то специфическую задачу в вашей программе. То есть это либо порождающие, структурные или поведенческие паттерны. Когда говорим про архитектурные, то имеем в виду более высокоуровневый дизайн. На их основе строится глобальная архитектура приложения или ее часть. Итак, архитектурный паттерн Model View ViewModel. Это паттерн из семейства Model View. Их несколько, самое распространенное это MVC, MVP и, собственно, MVVM. Все они похожи и изначально разрабатывались для разделения интерфейса и бизнес-логики. Видим, что у данных паттернов имеется две общие компоненты. Это M и V. M – это модель, она содержит бизнес-логику и данные приложения. В ней обычно находятся классы, структуры данных и логика доступа к этим данным. То есть, по сути, ядро вашей программы, игры или приложения. View отвечает за отображение данных и обработку пользовательского ввода. И по сути это интерфейс. Не всегда, но в основном. Оставшиеся буквы в именах паттернов обозначают компонент, который отвечает за то, каким образом модель и view связываются, взаимодействуют друг с другом. Например, MVC – это Model View Controller, MVP – Model View Presenter, MVVM – View Model. Здесь главное не запутайтесь, одна буква – это модель, вторая – view, а связующий посредник называется View Model. Зачем все это нужно? Плюсов и бенефитов на самом деле много. Первое – это разделение обязанностей. То есть у нас нет паутины переплетений всего совсем. У нас есть интерфейс, над которым спокойно может работать тех-дизайнер или верстальщик. Он спокойно может верстать дизайны виджетов и даже делает различные варианты для каждого из экранов, никак не затрагивая логику приложения. То есть человек работает с view. А основной программист пишет логику приложения, и он не думает о интерфейсе. Он работает над моделью. То есть буквально снижается вероятность мердж-конфликтов, уменьшается количество бесполезных митингов, то есть скорость итеративной разработки увеличивается. И снижается связность, то есть изменения в одной части программы не требуют изменения в другой. Далее упрощается тестирование, то есть интерфейс и логику можно тестировать по отдельности. И тесты достаточно простые, поскольку никаких зависимостей из другой области тянуть в свою не нужно. Следующий пункт – переиспользование. Можно спокойно перенести интерфейсы в другой проект и не тащить за собой кучу других классов. То есть, например, в Unreal, если вы будете делать биндинг напрямую на объекты, то именно это и произойдет. Переиспользовать интерфейс будет сложно. С модельным кодом аналогично, выдергиваем его из проекта и никакие интерфейсы за собой не тащим. В целом в Unreal при обычном биндинге относительно модели это так и будет, если вы вдруг не напишете какую-то логику игры в интерфейсах. А поверьте, на проектах я такое видел и не один раз. То есть интерфейс должен быть максимально тупым, даже если вы не используете никакие паттерны. И еще один плюс – это изолирование ошибок. То есть при таком делении кода можно даже интуитивно догадаться, в какой области баг. Model View Controller в упрощенном виде мы с вами делали уже на канале на примере змейки. То есть модельный код змейки не зависит от акторов, не зависит от кода генерации. Для этого кода супер легко писать тесты. А к View у нас относится не только интерфейс, но также все акторы. Змейка, еда, сетка.
Эти акторы абсолютно глупые, без мозгов, у них практически нет никакой логики, они просто один к одному отображают состояние модели. А GameMod выступает в качестве контроллера, он связывает модель и view. И чуть попозже на канале будет видео, в котором мы весь модельный код змейки портируем на абсолютно чистый C++. Логика не изменится никак, поменяются лишь некоторые типы. Итак, давайте возвращаться к паттерну текущего урока Model View, View Model. Паттерн был разработан Microsoft в начале 2000-х годов под руководством Билла Гейтса с целью поработить программистов. Это наглая ложь, паттерн был всего лишь сделан для упрощения разработки GUI-шных приложений. Итак, из каких компонентов состоит данный паттерн? View или представление отвечает за интерфейс. За виджеты делаем дизайн, отображаем жизни, патроны, таймеры, количество игроков, все что угодно. В терминах Unreal View эквивалентно юзер-виджету. Модель — это бизнес-логика, то есть глобально логика игры. В модели имеются переменные, которые отвечают за жизни персонажа, за состояние его оружия, количество патронов, игроков. В модели выполняются операции над этими данными, определяется, что персонаж умер, вычисляется скорость персонажа, каким-то образом генерируется команда игроков, отслеживается выполнение квеста. В общем, основная логика игры. И третий компонент, самый вкусный, это View Model, также известный как модель представления. Это компонент, сущность, которая непосредственно отвечает за связь View и модели. View Model предоставляет данные и операции для отображения в пользовательском интерфейсе. В ней хранятся только те данные, которые непосредственно нужны для отображения во View. То есть, если нам нужно отображать жизни, количество патронов, то эти данные также имеются во View Model. Данные, которые нам не нужны, например, рост персонажа, его скорость, во View Model не хранятся. Также View Model может содержать логику представления, которая не относится к бизнес-логике. То есть некая логика, которая связана с отображением данных. То есть, например, мы хотим выводить в интерфейсе не количество жизней, а процент. Пример — простейший прогресс-бар, который мы, кстати, сегодня рассмотрим. И тогда вычисление процента может находиться непосредственно во View Model. Также View Model может, например, вычислять цвет прогресс-бара. Если уровень жизни меньше 10%, то мы можем закрашивать его красным. И эта логика также не относится к бизнес-логике, это логика представления. То есть на логику игры данные вычисления никак не влияют. И также View Model отвечает за обработку пользовательских действий. И в зависимости от этих действий View Model может обновить саму модель. Простейший пример — какой-нибудь input поля. Итак, мы во View Model определили данные, функции, которые мы будем использовать для корректного отображения интерфейса. С View Model связывается очень просто. Здесь необходим механизм биндинга, который в Unreal уже реализован. И все нужные property компонентов нашего виджета мы биндим с данными View Model. Если данные во View Model изменяются, то срабатывает механизм биндинга, то есть генерируется ивент, и все property во View обновляются. Также View Model необходимо связать с самой моделью. Делается это тоже на ивентах. В модели имеются события, например, изменилось количество жизней, View Model подписан на это событие, и при его возникновении View Model обновляет свои внутренние данные, а дальше за счет механизма биндинга данные отображаются в интерфейсе. По сути, во всем этом нам помогает с вами паттерн Observer, наблюдатель. Что, кстати, подчеркивает, что архитектурные паттерны — это более высокоуровневые паттерны и могут состоять из обычных дизайн-паттернов. И если у вас input полей или каких-то других интерактивных элементов, типа комбо-боксов или каких-то кнопочек, которые как-то влияют на модель, в интерфейсе нет, то на этом все, и наш MVVM готов. Но если есть обратная связь, то input пользователя важен, и нам через интерфейс каким-то образом необходимо изменить модель. Напрямую интерфейс изменять модель не может, в этом, собственно, и есть суть разделения, но интерфейс, он же View, может взаимодействовать с посредником, с View Model. Например, имеется комбо-бокс с уровнем сложности игры, пользователь выбирает элемент в комбо-боксе, и при завершении выбора мы отправляем команду из View во View Model. Или просто вызываем некую функцию View Model, установить сложность. Так как View Model подписан на модель, то во View Model имеется на нее ссылка. И непосредственно View Model вызывает некую функцию модели, которая обновляет уровень игры в самой модели. Уровень игры в модели обновился,
Модель задиспатчила событие, ViewModel на него отреагировала, изменила внутреннее состояние уровня игры, и за счет механизма биндинга уровень игры синхронизировался в интерфейсе. В этом механизме, кстати, имеется удобный побочный эффект. Например, мы выбираем уровень сложности или еще какие-то параметры графики, звука или управления. Передаем все в ViewModel, но ViewModel модель не обновляет, а обновляет лишь внутренние переменные. То есть в интерфейсе все отображается корректно, но в модели данные старые. А когда пользователь подтверждает выбор настроек, то тогда ViewModel все передает в модель, и все параметры синхронизируются. А если пользователь настройки не хочет сохранять и, например, нажимает кнопку «Вернуться к дефолтам», то ViewModel просто вытягивает все данные из модели, которые не обновлялись и были старыми. Плюс некоторые настройки графики могут быть тяжеловесными, поэтому при каждом клике их лучше не обновлять, а обновить все одним запросом с каким-то прелоудером. Такой вот архитектурный паттерн сейчас будем разбираться на конкретном примере. Но перед этим давайте для чистоты разбора поговорим также и про минусы. Первый минус – это, очевидно, небольшое дублирование данных. То есть имеется небольшой оверхед, но он приемлем по сравнению с преимуществами, которые он предоставляет. В любом случае программирование – это большой компромисс во всем. То есть здесь могут быть различные баги по синхронизации данных. Следующий момент – это потенциальные проблемы с производительностью. Из-за того, что мы гоняем данные туда-сюда, нужно смотреть, как часто данные обновляются, насколько большие объекты мы передаем. Но в любом случае никогда не нужно заниматься преждевременной пессимизацией. Сначала делаем, если есть какие-то просадки, то профилируем, понимаем проблему и фиксим. Ну и третий минус – это, собственно, порог вхождения. Поскольку это паттерн, то нужно понимать, как он работает, как работает биндинг, как передавать все параметры. То есть если у вас небольшой проект, пару экранов в интерфейсе, 2-3 характеристики персонажа, то можно обойтись и обычным биндингом, не нужно из мухи делать слона. Это все по теории, приступаем к практике. Под видео оставлю дополнительные ссылки на статьи, которые можно почитать про MVVM. И также репозиторий проекта, который мы сегодня с вами сделаем, также будет в публичном доступе. И все ссылочки будут собраны в нашей вики по паттернам. Итак, сегодня мы с вами поработаем чисто в блюпринтах, а в дальнейшем на примере OpenAI музея сделаем все в C++. Я создам проект с нуля из шаблона шутера от первого лица. Выбираем тип проекта Blueprint. Назову проект ViewModel Blueprint. И нажимаю кнопочку Create. Напомню, как выглядит шаблон. Запускаю игру. Подбираем оружие. Можем стрелять физическими патронами. И в целом это все. Но для данного туториала нам особо никаких механик и не нужно. Давайте создавать виджет персонажа. Добавлю новую поддиректорию. Назовем ее UI. И добавляю виджет. Будем отображать характеристики персонажа, поэтому назову его widget blueprint character. И начнем с самого элементарного. Будем выводить виджет имя персонажа. Добавляю корневой элемент canvas. Добавляю вертикальный бокс. У нас будет несколько характеристик персонажа, каждая из которых будет содержаться в горизонтальном боксе. Пока разбираемся только с именем, поэтому добавляю один horizontal box и уже конкретно в данный горизонтальный бокс добавляю текст. И в property текст заменю placeholder на name двоеточие. Давайте на самом деле имя вводить в другом текстовом блоке. Первый будет как заголовок. То есть имя, двоеточие. А здесь уже непосредственно placeholder для конкретного имени. Пусть будет шаблонное John Doe. У вертикального бокса выставляю property size to content. И вертикальному боксу добавлю смещение от левого верхнего угла по 100 юнитов. Такой вот наикрутейший дизайн у нас получился, но понятно, что не в этом суть. И давайте добавим данный виджет в viewport. Сделаем это в гейм-моде. В нашем конкретном случае абсолютно без разницы, где создавать данный виджет. Открываю Blueprint гейм-мода. Добавляю событие Begin Play.
Создаем виджет с помощью шаблонной функции createWidget. Инстанцирую данный шаблон только что созданным классом виджета. Назвал я его, кстати, CharacterInfo. И после этого вызываем метод userWidget, который называется addToViewPort. Проверим, что виджет отображается во viewport. Запускаю игру. Виджет на месте. И давайте выведем виджет конкретное имя нашего персонажа. Ныряем в Blueprint Character. Его можно найти в World сеттингах. Default Pawn. И предположим, что в классе нашего чарактера имеется некий член класса, который отвечает за имя нашего персонажа. Добавим член класса, назовем его HeroName и установим тип, например, текст. И предположим, что по дефолту мы управляем T1000. Обновил дефолтное значение нашей переменной HeroName. И текущее имя персонажа необходимо отобразить в виджете. С точки зрения архитектуры делать это можно по-разному. Можно сделать дополнительный класс контроллер, у которого будет ссылка как на character, так и на виджет. И если происходят какие-то изменения в character, то данный класс обновляет наш виджет. То есть можно сделать такой небольшой MVC, чтобы виджет и character про друг друга не знали. Можно делать более грязно с помощью механизма биндинга пропертей виджета. Все зависит от масштаба проекта. Если проект в целом небольшой или средний, то данный подход вполне себе ок. Но таким образом мы виджет жестко привязываем к конкретному классу чарактера. Более того, необходимо будет сделать каст конкретному классу нашего персонажа для того, чтобы достать конкретный property. В частности, наш член класса HeroName. Каст на самом деле можно сделать и на констракте, сохранить в какой-нибудь указатель и потом его использовать. Но тогда придется следить за тем, поменялся ли наш персонаж, которым мы управляем, или нет. Ну, то есть в каждом конкретном решении, как обычно в программировании, куча компромиссов. Биндинг, кстати, сработал, и значение имени персонажа вывелось в viewport. Мы же с вами сегодня собрались для того, чтобы рассмотреть новый плагин, который реализует паттерн ModelViewModel. Так, удаляю биндинг. И у самого property необходимо биндинг подчистить. Первое, что необходимо сделать, это активировать плагин. Идем в Edit Plugins и в поиске найдем под категорию, которая называется UI. Плагин называется UMG View Model. Пока что его статус бета. Включаю плагин, перезагружаю эдитор, сохраняюсь. Давайте быстренько покажу документацию. Ссылка на страницу будет, как обычно, в описании к видео. На первом изображении представлен workflow, то есть диаграмма с событиями. Пользователь обновляет UI, то есть виджет. Виджет отправляет апдейт в ViewModel, а ViewModel отправляет апдейт нужному объекту. И наоборот, что-то в объекте обновляется ViewModel и обновляется UMG. После этого мы с вами, как пользователи, видим изменения. То есть в цепочку вклинивается еще одно звено ViewModel. Итак, нам необходимо включить плагин, это мы сделали. Далее нам необходимо создать ViewModel, для этого необходимо будет унаследоваться от класса ViewModelBase. После этого имеется дисклеймер, что ViewModel будет работать в блюпринтах чуть позднее, но эта информация уже просрочена, поскольку они и так работают, сейчас в этом убедимся. А дальше, по сути, гайд для плюсов. С этим мы разберемся в одном из следующих видео. Сегодня плюсы не трогаем. Ну что, давайте создадим нашу первую ViewModel. Название класса я скопировал. Переходим в директорию UI. Создаем новый blueprint. Выбираем все классы. Вставляю имя скопированного класса и создаю дочерний объект. И давайте назовем blueprint ViewModel CharacterInfo. И по сути ViewModel абстрагирует некий набор данных, с которыми работает как character, который является моделью, так и интерфейс, который является view. И таким образом ViewModel разрывает прямую зависимость между моделью и view. Blueprint выглядит пустовато, примерно как функциональная библиотека, и нас будет интересовать секция переменных. Добавляю переменную HeroName. Тип я указал name, на самом деле необходимо текст. Это мы скоро обнаружим.
но на самом деле имеется конвертация типов, поэтому в целом не страшно. Итак, во ViewModel добавили имя персонажа, и теперь возвращаемся в класс виджета. После активации плагина в меню Window должны появиться две новые опции. Одна из них это View Bindings, а другая View Models. Открылось окно View Models. Прикрепим его снизу рабочей области. В данном окне мы с вами добавляем View Models, с которыми будет работать наш виджет. Нажимаем на кнопку с плюсиком. И выбор у нас небольшой, имеется всего лишь одна View Model, которую мы с вами создали. Справа также отображаются данные View Model. У нас с вами имеется одна переменная Hero Name. Нажал Select, ничего не добавилось. Это глюк, поскольку плагин в бетке необходимо переоткрыть окно. У меня, кстати, не всегда глючит, иногда корректно срабатывает. Окно переоткрыл и View Model добавилось в список. При выборе View Model открываются ее настройки. И основная доступная нам настройка называется тип создания. По умолчанию выбран элемент вручную, Manual. Также имеется автоматическое создание View Model. Опция называется Create Instance. То есть View Model создается вместе с созданием виджета. Остальные типы создания нас сегодня интересовать не будут. И вначале проверим самый простой способ. Это автоматическое создание. Create Instance. Итак, наш объект View Model будет создан при создании объекта виджета. И теперь рассмотрим основной механизм View Model, который называется View Bindings. Для этого открываем второе окно. Аккуратно данные окна объединю. Итак, View Bindings. Функционал на самом деле похож на механизм классического биндинга. Первое, что необходимо сделать, это выбрать виджет, с которым мы хотим работать. Для удаления сущности необходимо нажать Delete. И можно сделать хитрее, просто в дереве выбрать необходимый нам элемент и нажать Add Widget Text. Давайте только текстовое поле переименуем, назовем его Hero Name. Нажимаю Enter, и во View Bindings имя также обновилось. У текстового поля имеются различные property, которые представлены в панели Details. Нажимаем на карандашик, на левый карандашик, имеется еще и правый. И в списке видим все доступные property текстового поля, которые мы можем использовать. А точнее, которые мы можем связать с View Model. Мы хотим связать property text, выбираю его. И теперь в это property необходимо откуда-то записать данные. Стрелочка указывает направление, как передаются данные. Можно обновиться всего лишь один раз, это первая опция. Можно обновляться в одном направлении, в двух или в обратном. Мы пока выбираем направление по умолчанию, то есть из View Model мы хотим обновлять текстовое поле нашего виджета. Нажимаем на второй карандашик и в всплывающем окне выбираем нашу View Model и конкретно ее переменную Hero Name. И все, связь произошла. То есть мы будем брать значение переменной Hero Name из нашей View Model и записывать данное значение в property text текстового поля Hero Name. И визуально это отлично понятно. И если скомпилировать виджет, то выведется ошибка. И текст ошибки достаточно красноречив, то есть невозможно сделать связку, поскольку у поля не установлен спецификатор Field Notify. У нашего поля во View Model Hero Name. Его можно проставить в панели Details. Благодаря данному спецификатору при обновлении поля продиспатчится событие и UI также обновится. И если делать в C++, то данный спецификатор Field Notify добавляется к макросу uProperty. Так, компилируемся еще раз. Всплыла ошибка преобразования типов, про которую я говорил. Давайте установим наши переменные Hero Name. Тип fText во View Model. Имеется на самом деле функции конвертации в биндингах, но это мы с вами посмотрим чуть попозже. Меняю тип на текст, компилирую View Model и компилирую наш виджет. Все, теперь виджет успешно скомпилировался. Давайте вначале убедимся, что работает связка View Model View. Для этого достаточно поменять дефолтное значение переменной Hero Name во View Model. Например, пусть будет Batman. Компилирую View Model и запускаем игру. Тадам! Batman отобразился, то есть связка работает корректно. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как динамически можно выставить значение во View Model.
Напоминаю, что пока что наша ViewModel создается автоматически, и при данном типе создания в Blueprint генерируется специальная функция для доступа к данной ViewModel. Мы можем ее поискать. Метод называется get и имя нашей ViewModel. Можем проверить ее на валидность, то что указатель не нулевой, с помощью метода isValid, либо можно преобразовать данную get-ноду в validated_get. И тогда пины isValid и isNotValid будут добавлены в саму ноду get. И если модель валидная, давайте что-нибудь напечатаем на экране. Данную логику добавляю на событие construct user_widget. Запускаю игру, и напечаталось valid. То есть указатель на ViewModel не нулевой. Давайте теперь обновим наше поле HeroName. Вызываю set-функцию. И пусть теперь имя героя у нас будет Джокер. Компилирую виджет. И запускаю игру. Сработало. То есть мы обновляем ViewModel, у нас обновляется View. Теперь, как несложно предположить, указатель на данную ViewModel нам необходимо каким-то образом получить в Character. Давайте изменим тип создания нашей ViewModel и будем создавать ее не автоматически, а вручную. Поэтому в настройках выбираю Creation Type в Manual. Давайте сразу проверим, что указатель стал невалидным. Для этого выведем сообщение при выходе из NotValid. Напечатаем на экран NotValid. Запускаем игру. И это действительно так. И, соответственно, ViewModel необходимо создать ручками. Так, давайте почищу Blueprint. Базовый класс ViewModel — это UObject. Поэтому для создания инстанса необходимо воспользоваться нодой constructObjectFromClass. Выбираю класс нашей ViewModel. Итак, объект создан, но виджету необходимо его явно передать. Еще одна нода, которая автоматически добавляется плагином, является set-нодой. Set и имя вашей ViewModel, то есть в нашем случае set VM character info. И устанавливаем указатель на наш объект. И таким образом модель у нас создана вручную, и можем ее, как раньше, обновлять. Компилируемся. И проверяем, что все работает в игре. Имя обновилось. Но мы можем создать данную ViewModel извне, например, в нашем геймоде, и передать данную ViewModel как нашему виджету, так и нашему чарактеру. Давайте так и сделаем. Перехожу в геймод. И, кстати, дополнительно плагин добавляет в ноду createWidget пин для нашего ViewModel. То есть у данного члена класса проставляется параметр exposeOnSpawn. Вставляю ноду создания ViewModel. Создаем ViewModel на BeginPlayGameMode. Но с передачей ViewModel в ноду createWidget имеется проблемка. Если мы скомпилируем, то почему-то появляется мини-ворнинг, заметка. Возможно, потому что плагин в бетке. Поэтому давайте по-другому сделаем. Set-функция, которая генерируется в виджете для нашей ViewModel, она публичная. Поэтому мы можем ей воспользоваться. Вызываю ее set VM character info. И проставляю нашу созданную ViewModel. Уже лучше. И давайте также ноду, которая выставляет имя нашей ViewModel, также перенесем пока что в геймод. А граф нашего виджета полностью очистим. Устанавливаю HeroName. И подключаю ViewModel. Давайте HeroName обновим. Пусть будет GameMod Joker. Компилирую. Запускаю. Имя отобразилось корректно. Сейчас данную ViewModel заинжектим в класс модели Character, но совсем скоро инвертируем зависимость как надо. Делаю пока так для ускорения некоторых действий в текущем уроке. Поэтому создаем в Character указатель на ViewModel. Выбираем наш тип. Object Reference. И давайте ViewModel прокинем в Character. Можно удалить ноду обновления HeroName.
В геймоде необходимо получить указатель на player-контроллер. Из player-контроллера достать pawn, которым мы управляем. И делаем каст к нашему конкретному классу. И устанавливаю ViewModel с помощью set-функции. BeginPlay у GameModa вызывается раньше, чем BeginPlay у Character, поэтому на BeginPlay Character наша модель уже будет доступна. И давайте устанавливать непосредственно имя нашего Character. Конвертнем validated get. И вызываем функцию setHeroName. И, как несложно догадаться, подставляем сюда наш член класса HeroName. Наш персонаж называется T1000. Запускаемся. Вуаля! И здесь имеется момент, что нам необходимо держать в синхроне член класса HeroName и HeroName нашей ViewModel. Поэтому для обновления данных лучше делать некие update функции. Я добавлю update event, назову его update name. У ивента будет один параметр fText. Можно его проколоть ниткой, добавится автоматически. И если нам нужно обновить имя персонажа, то вызовем функцию updateName, обновим ViewModel. И также обновим член класса HeroName. И давайте на BeginPlay вызовем данный ивент, updateName. И как-нибудь еще назовем нашего персонажа, пусть будет Shrek. Запускаемся. Все работает. И мы только что сделали с вами основную базу. То есть мы создали с вами ViewModel в геймоде. Можно создавать и в каком-то другом классе. Все зависит от вашей архитектуры. Сейчас будем наш успех развивать. На самом деле связь с классическим биндингом прямая. То есть если мы выберем наше текстовое поле, то увидим, что в Property Text проставился биндинг на нашу ViewModel. У Character в классическом шаблоне имеется флаг, который называется hasRifle. Он отвечает за то, владеем мы оружием или нет. Давайте данный флаг также добавим в нашу ViewModel. Поработаем с boolean переменной. Копирую имя переменной. Перехожу во ViewModel, добавляю новую переменную с таким же именем, выбираю тип boolean, проставляю спецификатор fieldNotify и перехожу в наш виджет. Добавим еще один horizontal box. Добавляем его в vertical box. Добавляем текстовое поле. Так, только данный horizontal box необходимо опустить вниз, можно с использованием стрелочек. Вводим текст hasRifle. И добавляем еще одно текстовое поле, непосредственно в которое будем вводить информацию о том, имеется у персонажа оружие или нет. По умолчанию пусть будет don't know. Текст-блоку давайте зададим вменяемое имя. hasRifle. И добавляем новый биндинг. В списке пропертей нам также потребуется property text. У ViewModel выбираем поле hasRifle. Компилируем и, как несложно догадаться, вывалится ошибка несоответствия типов. То есть мы boolean пытаемся запихнуть в fText. На этот случай в функционале биндингов имеется механизм конвертации. Нажимаем на карандаш, и в окошке в списке имеется категория Conversion Functions. Здесь имеются различные функции, которые доступны по умолчанию для преобразования одного типа в другой. И мы можем с вами выбрать функцию toText в скобочках boolean. Видим, что в таблицу добавилась дополнительная строчка inBoolean, и конкретно здесь мы выбираем наше boolean поле hasRifle.
Компилируемся. Компиляция прошла успешно. И если запуститься, то не сможешь догадаться, что значение будет равняться false, поскольку оружия у нас нет. Но не только поэтому. Данный флаг нам также необходимо обновлять в ViewModel. Я обновлять данный флаг буду просто на tick, поскольку он проставляется через Weapon Component, я сейчас это покажу. И сейчас просто не буду заморачиваться, нужно либо делегат делать, либо отдельную функцию чарактеру, которая обновляет флаг hasRifle. Но если кто-то вдруг будет переживать по поводу производительности, можете, конечно, сделать, но переживать здесь вовсе не о чем. На тик и так 1000 переменных обновляются, никаких кастов, ничего у нас тут нет. А вьюха, то есть наш виджет, не будет обновляться, если значение не поменялось. Итак, синхронизирую переменную чарактера с переменной ViewModel. И давайте посмотрим, где данный флаг обновляется. Имеется blueprint pickup rifle, который сейчас находится на сцене. И если мы пересекаем коллизию, то персонажу добавляется компонент Weapon Component. А в самом Weapon Component на BeginPlay происходит каст к нашему чарактеру. И флаг hasRifle проставляется в true. Так себе тоже решение на самом деле. Но суть сегодняшнего урока не в этом, поэтому оставляем все на tick. Подбираем оружие, и текст изменился на true. Отлично, наш ViewModel расширяется, прям как вселенная. Теперь давайте поработаем с жизнями. Добавим в чарактер новый член класса. Назовем его Health. Выбираем тип с плавающей точкой float. И по умолчанию пусть будет 100 жизней. Справедливо. Давайте быстренько настроим damage. Выбираю event on any damage. И из health будем вычитать количество дэмэджа, которое пришло в ивенте. Соответственно, вычитаем и обновляем. Соответственно, поле необходимо добавить во ViewModel. Health. Тип float. Не забываем про спецификатор FieldNotify. Сначала давайте просто число будем вводить. Добавляю дополнительный текст. Horizontal box не буду добавлять, обойдемся только одним текстовым полем. По умолчанию пусть будет значение 0. Опускаю данное поле в самый низ. Переименовываем текстовый блок в health text. Добавляем новый биндинг. У health text выбираем также property text. А источником данных у нас будет ViewModel, только необходимо воспользоваться конвертером toText в скобочках float. Видим, что у конвертера имеются различные параметры, в основном для округления. И связываем значение value со значением поля health нашей ViewModel. Так, какая-то ошибка. Так, походу я не скомпилировал ViewModel. Да, проблема была именно в этом. И в чарактере по аналогии с другими переменными нам необходимо синхронизировать health чарактера и также health ViewModel. Давайте реализуем логику урона. Добавляю простейший blueprint, наследуюсь от актора, называю его BP Damage. Добавляю компонент бокс коллизии. И extend выставлю в 100 по всем осям. И если чарактер будет пересекать данную коллизию, то будем наносить ему урон. Не будем проверять, что актор именно чарактер, просто любому актору, который пересекает наш бокс, будем наносить урон в 10 пунктов. Добавим blueprint damage на сцену. Пусть будет где-нибудь в проходе. И можем сразу проверять. Видим, что по умолчанию отображается 0 жизни. Это проблема рассинхрона.
Сейчас исправим, но как только мы пересекаем нашу невидимую коллизию, то жизни отображаются корректно. Наносится урон и отнимается по 10 жизней. Давайте подправим дефолтный баг, создадим дополнительный ивент Update Health. У ивента будет один параметр float. И обновляем как член класса Health, так и ViewModel. При возникновении урона вызываем данный ивент Update Health и передаем в него обновленное здоровье. А на Begin Play зададим 100 пунктов здоровья. Запускаемся. Все, по дефолту 100, пушки нет, пушка true. И также жизни уменьшаются при пересечении коллизии. Теперь давайте добавим прогресс-бар с жизнями. Вводим в поиске прогресс-бар. Добавляю в наш вертикальный бокс. Прогресс-бар можно врапнуть сайз-боксом. Переопределим высоту, пусть будет 50. Или давайте сделаем чуть поменьше, пусть будет 20. Назовем виджет прогресс-бара Health прогресс-бар. И за заливку прогресс-бара отвечает property %, то есть процент, от 0 до единицы. Если, кстати, значение процента больше единицы, то прогресс-бар также полностью залит, то есть там стоит clamp. Давайте добавлять биндинг для прогресс-бара. Он у меня выбран, поэтому нажимаю просто плюсик. А в списке пропертей в этот раз выбираю property %, который имеет тип float. И, как несложно догадаться, если мы напрямую подставим поле health из нашей ViewModel, то особо ничего не будет работать, поскольку health у нас изменяется от 0 до 100. В нашем конкретном случае, кстати, от 100 до минус бесконечности, поскольку мы смерть персонажа никак не обрабатываем. Поэтому нам нужна специальная функция, которая будет высчитывать процент. И фишка в том, что ее можно добавить во ViewModel, поскольку в данном случае она нам нужна только для интерфейса. Добавляю функцию в нашу ViewModel и называю ее getHealth%. И, как несложно догадаться, данная функция должна возвращать float. Назовем выходной параметр %. Данную функцию будем использовать для обновления прогресс-бара, и необходимо выставить два спецификатора. Об этом можно почитать в документации. Первый — это pure, и второй в секции advanced const. После этого будет доступен field notify, который также необходимо активировать. И данная функция будет просто нормировать наш health. То есть текущее значение здоровья нужно поделить на 100. По-хорошему, конечно, нужно прокидывать константу max health, но ради экономии времени сейчас этим заниматься не будем. Смысл, я думаю, понятен, просто захардкодим значение. И теперь данной функцией мы можем с вами воспользоваться. Переходим в виджет, нажимаем на правый карандашик, и теперь во ViewModel наша новая функция доступна. Выбираем ее, нажимаем Select. Этих действий на самом деле недостаточно, давайте убедимся. Можем запустить игру и проверить, что полоска с жизнью не изменяется. Забегаю в Damage. Жизни уменьшаются, а прогресс-бар остается на месте. И чтобы биндинг корректно работал, нам необходимо в наш ViewModel указать зависимость нашей функции от health. То есть, когда health обновляется, данная функция должна вызываться и обновлять view. Для этого у field notify имеется дополнительная настройка. Давайте выберем нашу переменную health и обращаем внимание, что напротив field notify имеется combo-box. В списке имеются все наши переменные и также функция getHealth%. При обновлении health значение, которое возвращает getHealth%, необходимо также обновить, поэтому выбираем нашу функцию. Давайте проверим. Подбираю пушку, захожу в Damage, и все равно прогресс-бар не работает. Хотя должен, но согласно документации больше ничего настраивать не нужно для того, чтобы функция работала. Возможно, это баг в бетке. Я когда дебажил, нашел очень странный фикс.
Если мы вызовем данную функцию вручную, например, в месте, где у нас обновляется здоровье, и возвращаемое значение я никак здесь использовать не буду, то все заработает. Давайте проверим. Подбираю оружие, захожу в Damage, и прогресс-бар изменяется. Но странность заключается не в этом, а в том, что если я данный вызов удалю, перекомпилируюсь, то все будет работать. Захожу в Damage, и прогресс-бар обновляется. Очень странное поведение, на самом деле. Я сначала думал, что может указатель протух, но это вряд ли. Оставим это как баг бетки. Если у кого-то есть более подробная информация, напишите в комментариях. Расскажу в следующем видео. Итак, наш ViewModel и, собственно, виджет прокачиваем потихоньку. То есть добавили имя персонажа, наличие винтовки и жизни в двух вариантах. Кламп на 0 не стоит, поэтому у нас минус 10. Давайте что-нибудь еще добавим. Возвращаюсь в виджет. Давайте, например, прокачаем текстовое поле Has Rifle. Можем добавить связку для какого-нибудь другого property. Нажимаю на плюсик, на карандашик в новой строчке. И давайте будем видоизменять Render Opacity. Сразу выберем функцию конвертации. И в этот раз с вами воспользуемся функцией Select Float. В зависимости от boolean pick A, Render Opacity будет равняться либо A, либо B. Например, когда винтовка в руках персонажа, Render Opacity пусть будет равняться единице, а когда нет, 0,2. И свяжем boolean pick A с нашим флагом Has Rifle во ViewModel. И можем сразу проверить, что все работает. Запускаю игру. Оружия нет, текст полупрозрачный. Как только оружие беру, Render Opacity равняется единице. Теперь давайте сделаем что-нибудь поинтереснее. Посмотрим, как мы можем обновить ViewModel из View, то есть из нашего виджета. Добавим дополнительный элемент, редактируемый текст. Перетаскиваю в дерево компонентов. Опускаю в самый низ. Сделаем ему паддинг сверху, например, 30. И также выставим цвет текста. Пусть будет черный. Переименуем компонент в HeroNameInput. И сразу его добавляем в наши биндинги. Нажимаем на плюсик. В property нам понадобится текст. То есть нам необходимо значение текстового поля. И связывать будем с переменной во ViewModel HeroName. И давайте поменяем связь. То есть теперь я хочу обновлять ViewModel из виджета. Стрелочка на это указывает. Запускаемся. И давайте что-нибудь введем в текстовое поле. Необходимо нажать Shift F1. Начинаю набирать текстовое поле. И сразу видим, что происходит. Я думаю, здесь без комментариев. Давайте промасштабируем наш сетап. И добавим еще одну ViewModel. Данная ViewModel будет отвечать за характеристики оружия. Назовем ее Weapon. И во ViewModel добавим одну переменную, которую назовем BulletsCount. Как несложно догадаться, в данной переменной мы будем подсчитывать количество шариков, которые выпустил наш персонаж. Кстати, Field Notify можно активировать, нажав на колокольчик. И убедиться, что в панели Details он стал активным. И также давайте добавим дополнительный виджет, в котором будет отображаться количество патронов. Открываем новый виджет, добавляю Canvas. Добавляю текстовое поле. Изменю кегль шрифта, сделаю его гигантским для наглядности. По умолчанию будут нули. И size to content выставляю в true. Переименую текстовое поле. И давайте создадим новую ViewModel. Нажимаем на плюсик, выбираем Weapon. В этот раз, кстати, не глюканул, не нужно переоткрывать окно ViewModels. В биндинге добавляем наш виджет. Выбираем Property текст. Далее выбираем функцию конвертации integer в текст.
И связываем value с переменной наш viewModel. Данный viewModel я не буду создавать вручную, и поэтому в настройках поставлю тип создания createInstance. Кстати, при автоматическом создании появляется галочка «Создать setter-функцию» или нет. То есть в теории, даже если viewModel была создана автоматически, ее можно переустановить динамически. Давайте на самом деле текстовое поле выровняем по правому краю, чтобы у нас не было замеса с другим виджетом. Устанавливаю якорь в верхний правый угол. Позиция по x минус 50. Пивот меняем по x на единицу. А позиция по y пусть будет также 50. Новый виджет давайте создадим напрямую в компоненте оружия. Делаю это по-быстрому, чтобы ссылки не прокидывать. Суть урока не в этом. Виджет будем создавать на BeginPlay компонент оружия. Добавлю секвенцию. Вызываем функцию createWidget. Выбираем класс виджета оружия. И добавляем в viewport. И получим указатель из нашего виджета на viewModel. И запишем указатель в какую-нибудь локальную переменную. В шаблоне имеется акшн стрельбы. И каждый раз, когда мы запускаем projectile, давайте увеличивать переменную в наш viewModel. Обращаюсь к viewModel weapon. Получаю текущее количество патронов. И устанавливаю новое количество. Перед этим увеличив текущее на единицу. А как же я люблю блюпринты. Ну что, давайте затестим. Запускаемся. Никакого виджета нет. Берем оружие. Виджет появился. Патронов 0. Стреляю, и счетчик в виджете увеличивается. Все работает. Еще раз повторюсь, что последний сетап я прям совсем на скорую руку делал. Для простейших механик на самом деле нормально, что какой-то компонент создает виджет, но за этим нужно следить. То есть, если компонент, например, удаляется, то виджет также должен удаляться. А если сетап сложный, различные компоненты оружия, то лучше более централизованно делать. И давайте еще одно усилие сделаем. Это перенаправим зависимость. То есть модель не должна знать о viewModel, а viewModel должна подписываться на модель. Добавим в наш blueprint event dispatcher, который назовем model updated. Можно делать диспатчер для каждого property, то есть отдельно для health, отдельно для имени. Я ради экономии времени буду отсылать один event. То есть если какие-нибудь наблюдаемые данные поменялись, то я отправляю event со всеми необходимыми переменными модели. У нас всего их 3. Здоровье, has rifle и имя. Если параметров много, то можно сделать структуру. Такая структура называется DTO, Data Transfer Object. Мы в данном примере без нее обойдемся. Давайте потихонечку избавляться от viewModel. Обновили имя, установили переменную name и после этого отправили событие model updated. Подключаю все переменные. То же самое делаем при обновлении здоровья. Удаляем viewModel и бродкастим события. И давайте подправим has rifle. Все-таки нам необходима set-функция. А также заодно удалим обновление на tick. Назовем event update has rifle. Будет один булевый параметр. И в данном ивенте обновляем флаг has rifle. После чего tick можно удалить. И после обновления флага также диспатчим наш ивент. Все, чарактер теперь абсолютно чистенький.
Он как работал, так и работает, ничего не знает о ViewModel, поэтому мы ее удаляем и просто говорит во внешний мир, что какие-то данные обновились. В Character все идеально. Единственное, нужно обновить Weapon Component, вызывать функцию updateHasRifle. Давайте это сделаем. Кстати, можно данной булевой переменной поставить приватность, поскольку может быть другой клиентский код, который захочет выставить значение данной переменной. Делается это в панели Details, спецификатор Private. Компилируем Blueprint, компилируем Weapon Component, и у нас ошибка. То есть напрямую нельзя установить данную переменную, необходимо вызывать функцию updateHasRifle. Если же выставлять напрямую, то никакой ивент отправлен не будет, и состояние интерфейса будет некорректным. Перетаскиваю ниточки, удаляю set-функцию и передаю значение true. Далее перемещаемся в ViewModel и давайте создадим setter-функцию, которая будет передавать указатель на character, поскольку нам необходимо подписаться на обновление модели. Добавляю кастомный ивент на EventGraph. У ивента будет один параметр, наш character. И давайте подпишемся на обновление модели, на наш делегат Model Updated. Именно в данной точке обновим все переменные ViewModel. И если что-то изменилось, то за счет биндинга в интерфейсе, в виджете значения также обновятся. И осталось в геймоде передать модель во ViewModel. Удаляем предыдущую set-функцию, которая была в Character. И вызываем функцию ViewModel updateCharacter. И в качестве параметра передаем Character. Давайте быстренько подытожим, что мы сделали. Удалили все зависимости из Character. Character работает по своей внутренней логике, и когда что-то произошло значимое для внешнего мира, он отправляет событие Model Updated. ViewModel слушает данное событие и выставляет свое внутреннее состояние, то есть подготавливает данные для вьюхи. И если данные как-то изменились, то за счет биндинга они обновляются в нашем интерфейсе. Давайте проверим, должно все работать. Запускаемся. Так, ошибочка в анимационном блюпринте. В анимационном блюпринте используется флаг hasRifle, а мы с вами сделали его приватным. Давайте get-функцию добавим в character. Создаю функцию getHasRifle. Возвращаемое значение типа boolean. Подставляю в output наш флаг. И сделаем данную функцию константной и также pure. Переходим в анимационный blueprint и заменяем флаг на get-функцию. Компилируемся. Все ок. Запускаем игру. Все корректно отображается, как и прежде. Подбираем пушку. Забегаем в damage. Компонент оружия не рефакторили, там все по-прежнему. И если мы видоизменяем input поля, то вроде все работает, но есть нюанс. У нас обновляется только ViewModel, а в модель имя не прокидывается. Можем быстренько в этом убедиться. Переходим в Blueprint Character и давайте вернем тик события. И просто на тик будем вводить имя нашего персонажа. Давайте посмотрим, что происходит. Текущее имя Shrek ввожу в input и видим, что имя Shrek не изменяется. Но связка View и ViewModel работает корректно. Давайте это также подправим. Перехожу во ViewModel и добавим новую функцию, которую назовем setName.
У функции будет один параметр, имя с типом текст. Данная функция будет устанавливать значение имени в модели. Для этого необходимо указатель на character сохранить локально во ViewModel. Делаю promote to variable. И теперь в функции setName я могу вызвать у character updateName и прокинуть имя в модель. И, кстати, обращаю внимание, что переменную модели HeroName я здесь не выставляю, поскольку она обновится за счет обратной связи через делегат. Переходим в виджет, и нам необходимо изменить биндинг в input поле. Нажимаем на карандашик. Видим, кстати, что character доступен и все его property. Это не очень хорошо, давайте его сделаем приватным, чтобы случайно никто на character не забиндился. Выставляю в панели Details спецификатор Private. Возвращаюсь в виджет. Все, character нет, но имеется функция setName, которая будет вызвана при изменении нашего input поля. Выбираем ее. Итак, что будет происходить? Мы устанавливаем имя с помощью функции setName при изменении input поля. Функция ViewModel вызывает функцию модели updateName. Имя в модели обновляется, диспатчится событие modelUpdated, после чего имя обновляется в ViewModel и за счет биндинга отображается в интерфейсе. Такой вот поток исполнения в паттерне ModelViewViewModel. И теперь мы с вами можем наблюдать, что модель у нас также видоизменяется. Но, как я говорил в введении, что имеются случаи, когда обратный биндинг из интерфейса в ViewModel также отлично работает. Например, юзер изменяет настройки игры, они прекрасно сохраняются во ViewModel, и только лишь когда он нажимает кнопку Save, мы все данные отправляем в модель. А если возвращаемся к дефолтам, то просто вытягиваем все данные из модели и обновляем ViewModel. И, как несложно догадаться, такую же процедуру необходимо сделать в Weapon компоненте. То есть во ViewModel оружия необходимо подписаться на обновление Weapon компонента, то есть перенаправить зависимости. Оставляю это в качестве самостоятельной работы, я думаю, все справятся. Такой вот концепт, такой плагин, пока что с глюками, но в целом уже ок. То есть дизайнер сам может настраивать все биндинги, связь их с property, ничего не зная о модели. И одновременно с этим программист ничего не знает о View, о интерфейсах и спокойно пишет свою логику и также работает с ViewModel. То есть гибкость разработки увеличивается в разы. В серии по OpenAI, когда будем заканчивать работу с интерфейсом, применим Model ViewModel, но уже с использованием C++, посмотрим, как все настраивать в коде. На этом урок заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока.